Я рад вас снова приветствовать, друзья, на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей, и сегодня мы с вами рассмотрим, как обычно, достаточно интересную тему. Я сам, честно вам скажу, что даже и не знал, как просверлить квадратное отверстие совсем недавно. А когда узнал, решил поделиться с вами. И перед тем, как мы начнем, группа ВКонтакте Веселый Инженер ждет, пока вы подпишетесь, так же, как и телеграм-канал Сообщество инженеров. Все ссылочки будут в описании. Итак, квадратное отверстие. Чтобы получить нам квадратное отверстие вот такого плана. Да, есть у вас такой вот квадратик. Ну как же его сделать? Да, надо его сделать кровь из носу. Но мы не можем сделать, потому что мы не знаем как. Итак, есть у нас, допустим, пробойник. Мы можем взять, да, и сделать такое отверстие. Есть специальные механизмы, есть даже станки, которые позволяют делать различные отверстия с помощью различного такого инструмента, как пробойники и так далее. Есть инструменты более, так сказать, современные, есть лазеры, какие-то сварочные аппараты, которые позволяют это все делать. Но лазер, понимаете, лазер не на каждом производстве есть, и не в каждом гараже его не поставишь, так же, как и оборудование для пробойника. Поэтому есть вопрос. Как же, собственно говоря, сделать, ну, к примеру, на токарном станке квадратное отверстие? Ну, вроде бы как, да? Да никак, кажется. Давайте окунемся немножко в историю. Есть такой Франц Релло, немецкий ученый, был немецкий ученый в области механики и машиностроения. Он обратил внимание на то, что траектория углов движущегося треугольника при определенных способах его вращения весьма близка к квадрату, и лишь непосредственно в углах квадрата внешняя поверхность описывает дугу, впрочем, небольшого радиуса. Вот смотрите, вот обычный треугольник, да, а вот треугольник Релло. Видите, когда три окружности пересекаются, вот это вот называется треугольником Релло. В современной литературе технической, да, подобный треугольник называют именно треугольник Релло, хотя никаких углов у данной фигуры уже практически нет, да. То есть не смотрите вот на этот треугольник, смотрите вот на это, да, какие тут углы. Напоминает медиатор гитарный. И вот смотрите, если его вращать по этой траектории, да, вот видите, как точка идет. Как кромка его идет. Она вот поворачивает, она идет ровненько, 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 ровненько по квадрату, да, и все три кромочки идут по квадрату. Кажется, что это невероятно, но это факт, и его надо принять. Вот такое открытие сделал этот великолепный немецкий ученый. На основании его открытия, уже когда прошло несколько десятков лет, Гарри Уатс, английский инженер, придумывает приспособление, которое можно обеспечивать гарантированно квадратную траекторию для металлорежущего инструмента. Да, он подумал, а почему бы в этот вот треугольник, да, который вот сделали такое открытие, не вписать вот такой режущий инструмент и не обеспечить его вращение по этой траектории. Техническое решение само для этого сверла Гарри Джеймс Уатс, да, полностью Гарри Джеймс Уатс, изобрел в 1914 году, и впоследствии его в 16 году только запатентовал, да, то есть вот эту конструкцию. Он ее запатентовал в 16 году. А уже через год, в 17 году, начали серийно выпускать такой вот режущий инструмент. Спасибо Гарри Уатсу. Но вот вопрос, да, если мы сам инструмент изготовили, да, ну он похож там, допустим, на развертку, да, он похож на зенкер, на сверло даже, может быть, какое-то трехперое, но вопрос другой, как же обеспечить все эти вращения? Итак, давайте рассмотрим сам процесс, собственно говоря, получения этого отверстия квадратного. То есть вы вставляете в специальный, повторяю и подчеркиваю, да, специальный патрон, вставляете это сверло и вводите в предварительно просверленное отверстие. Есть таблица, я ее показывать не буду, сравнительная таблица, где есть определенные отверстия, определенных диаметров, какие надо сверлить, под какой вы хотите получить на выходе квадрат. Итак, вот смотрите, что из себя представляет, да, такой патрон. Видите, он имеет вращение именно по той траектории, по которой мы с вами наблюдали, по которой ходила именно точка. Да, то есть это круг. Вырисовывается круг. Что дальше? Вводите вы в деталь. И начинаете вращение шпинделя. И видите, что происходит. Деталь вращается. Закреплен патрон жестко, то есть, грубо говоря, инструмент работает навстречу детали,
и при этом совершает вот такие колебания, которые со стороны кажется, а на самом деле это не колебания, а вращение по малому диаметру. То есть инструмент делает такие вот перемещения. Конечно, это же коснулось и станков с программным управлением. То есть вот просверлено отверстие, видите, вот подходит инструмент, сверло это самое лотца, и видите, как оно тоже такие колебательные движения совершает и делает квадраты. Вот их уже много здесь сделано. То есть так работает станок с программным управлением. Надеюсь, было интересно, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Жду вас в группе ВКонтакте. Смотрите мои видео. Пока-пока.